Блистательный товарищ в Северной Корее отмечает десятилетие полновластия Ким Чен Ына. Дня, когда он занял все высшие государственные, военные и партийные посты в стране. О том, как наследник династии Кимов распоряжается властью и что меняется в КНДР, Артем Воснев. Что действительно поменялось за 10 лет правления Ким Чен Ына, так это креативность телевизионщиков. Они научились снимать экшн-клипы с вождем в главной роли. Ким здесь как герой боевика. Кожаная куртка, черные очки. Грозит своим врагам новой баллистической ракетой «Хвасон-17». Ну и финал видео – дрожь по телу. Ракету испытали в конце марта, впервые с 2017 года. Ким Чен Ын заявил, что теперь Пхеньян готов к давней конфронтации с империалистами из США. А еще в случае чего может быть нанесен ядерный удар и по ближайшим соседям Южной Кореи. Об этом сказала уже сестра северокорейского лидера. 10 лет назад в этот день Ким Чен Ын был назначен первым председателем Государственного комитета обороны. Таким образом, он стал главой КНДР и занял все высшие государственные, военные и партийные посты. 2 днями ранее его избрали на основные руководящие должности Трудовой партии Кореи. Это абсолютная власть. Последнее слово, безусловно, за ним. И, в общем-то, оно не подвергается каким-то вызовам, так сказать, критики, тем более уж этого нет. Так что можно сказать, что власть у него достаточно полноценная и уверенная. Династия Кимов правит в Северной Корее давно. После основоположника Ким Ир Сена в 1994 году к власти пришел Ким Чен Ир, отец нынешнего лидера КНДР. Ким Чен Ын правит страной с конца 2011 года и как отец больше интересуется ракетами, чем жизнью простого народа. Вообще-то тарелка риса в день – это показатель очень хорошего уровня жизни Северной Кореи, причем, скорее всего, даже и сейчас. Ким Чен Ын трижды встречался с Дональдом Трампом. Они то обменивались комплиментами, то критиковали друг друга. Но с мертвой точки переговоры так и не сдвинулись. Приезжал Ким Чен Ын и в Владивосток, как и его отец, на бронированном поезде. Встречался с Владимиром Путиным. Российский лидер назвал гостя достаточно интересным и содержательным собеседником. Но вот со своими врагами Ким намерен говорить исключительно на языке силы. Хотя до применения ядерного оружия, скорее всего, не дойдет. Это маловероятно, крайне маловероятно, поскольку ядерное оружие у Северной Кореи несет исключительно оборонительный характер, то есть в случае его применения со стороны какого-либо внешнего государства, предположим, Соединенных Штатов. А вот перебежчики из Северной Кореи в Южную говорят, что в начале правления Ына экономика росла, но надежды на реформы быстро угасли. Артем Воснев, Алексей Дудченко, Мир 24.